Вообще, в DC не принято устраивать своеобразные спайдерверсы персонажей. Нет, мы, конечно, можем наблюдать за встречей разных Бэтменов, но мы никогда не увидим встречу Брюса Уэйна с Брюсом Уэйном. Batman, Bruce Wayne. Bruce Wayne, Batman. Or have you met? Not now. Хотя вот в случае с этой хуйней я, честное слово, не знаю, что сказать. То есть даже делая мультиплеерную игру про Бэтмена, нельзя в тупую поместить рядом двух Бэтсов и отправить нас сторожить нуарные улицы Готэма. Тут даже глубоко лезть в философию персонажа-то не надо, а просто вспоминаем, что он центральный персонаж не только в Бэт-семье, но и один из двух центральных персонажей во всей DC Comics. А вот уже как раз эта самая Бэт-семья и станет нашим Бэтменом номер 2. Рокстеди, кстати, это поняли еще даже до парных сражений в Арkham Найте, добавив геймплей за Найтвинга и Робина в испытаниях Арkham Сити. А тут и повторяющиеся за Бэт-геймплеем анимации списались на то, что оба Робина обучались у мастера Брюса, и поэтому приемы схожи. У Моралеса, кстати, тоже это прокатило. Так что в мультиплеере нашим Бэтменом номер 2 станет... Робин. А ты ждал чего-то другого? В игре доступно 2, в скобочках 1 режима. Это невидимый хищник, как раз по сути Counter-Strike с перестрелкой команда на команду, но с участием Бэтмена и Робина, и ультой в виде становления боссом, которые тут являются то еще занозой. Давай, я хочу быть полезным. А мне Бэйн пизду дает. Меня Бэйн выкинул за... А, нет, нормально. Да серьезно? Я шутка какая-то. И второй режим — крепкая охота на... хуй пойми что, потому что в него за 1,5 года я так не смог попасть ни разу. А ростер играбельных карт просто поражает воображение. Сосать чертов Fortnite с его одной сиротской карты на сезон. У нас здесь целых 4. И не слышь, что в других играх полкарт больше. У нас тут есть вайп. Здесь и темные дворы Блэкгейтской тюрьмы, и кислотный парк развлечений Джокера, фабрика по производству роботов и задымленный завод Wayne Chemicals. И если игра за героев вообще ничем не отличается от того, что мы делаем в сюжетке, мы все еще постоянно стелсим по крышам и уступам и забираем противников по одному, и так раз за разом. Разве что по пути мы больше не прерываемся на чертовы головоломки Ридлера. Отгадай загадку, еблан. Говори. Я слушаю. А противостоять в открытую, играя за героев, теперь просто бессмысленно. Потому что игроки здесь — это далеко не какие-то рандомные дети с низкими рангами. Из-за того, что сервера закрытые, в игре остались только самые прожженные киберкотлеты, умеющие за Бэтмена отыграть лучше, чем сыграл его Клуни. Вы поможете? Доктор. И за бандитов, стреляющие точнее, чем ты когда-либо успеешь научиться. Поэтому удовольствие с самого начала то еще, конечно, но сеттинг все еще подкупает. И даже прокачка вам тут особо ничем не поможет, потому что здесь это чистая косметика. Разные пушечки, разномазые клоуны и много скинчиков на героев. Они, кстати, красивые и перекочевали прямиком из сюжета. А вот если уже вы сами окажетесь по ту сторону закона, а делать это вы будете, поверьте мне, очень часто, ведь роль выбирается не голосованием или чередованием игроков, а рандомной рулеткой в конце игры. Кому-то выпадет... Ты Бэтмен. Офигеть. То вот уже сам геймплей за бандитов вам точно напомнит управление чистейшего Gears of War или, если удобнее, Тома Клэнси 2012 года. Такое же танковое управление в спринте, постоянная отсидка в укрытиях и 3-метровые перекаты. Все по классике. И хоть за героев мы тут играем все же чаще, чем в каком-нибудь Battlefront, потому что игроков заметно меньше, все равно порой неприятно, когда тебе наконец-то выпадает заветный Бэтмент, а следующая катка просто не запускается. Связь со службой Steam была разорвана. У тебя? Ладно, тоже. Ну и типа я сейчас буду учтен, получается. А, нет. Не сегодня, дружище. Как сказал разработчик этой игры, чужое мнение создано для того, чтобы ебать его в рот. Здесь это в порядке вещей. Ну, а если ты и сам хочешь поиграть в мультиплеер Бэтса, то, во-первых, смотри видео до конца, а во-вторых, 80% времени придется сидеть в лобби, если вообще найдешь игру. Мне же повезло. Еще 1,5 года назад я с моим хорошим другом Ильей Брайком играл в Бэтса и записывал геймплей к его ролику. Его видео, правда, так и не вышло, а вот футажи у нас все еще остались. Поэтому я припас для вас пару смешнявок из прошлого. Да и плюс, если вы подписывались на раннего 17-летнего дипкулера, то еще и словите приятное чувство путешествия во времени. О, мы с Бэтменом бежим за Джокером, прикинь? Это так комично выглядит. А он не видит нас, он спиной повернут. А, я вижу его. Я его, кстати, тоже вольнуть должен почему-то. Все, это убийственная шутка, короче. Робину пришла пизда, и Бэтмен идет мстить. Ей. Меня Бэтмен что-то убить не смог. А меня Робин... Меня Даун из мультика лопаткой бьет. Я вчера, помню, гаджеты листал на крестовину геймпада. Мне опять Бэйн пизда дает. Он со спины подкрадывается. Я в текстуре застрял. Ой, снарягу у Бэтмена смею. Вдруг перепадет. Ну нахуй, я стандартно оставлю. Че? Костюм чекнул. Ты за кого играешь-то? Робин? А, да? Да.
Все, я Бэтмена призлутал. Опять. Ой, блядь. Я живчик? Нет, я умерч. Чела за спиной мог бы метку поставить, а я... Даун. А прикол, тут можно с разбегу удариться об стену и умереть. Нормально. И сейчас типа... А, я самоубийство совершил. Желаю вам плотненького фистинга. Все, что ли? Я даже не успел понять, какова наша цель. Какова? Какова? В чем же тогда проблема? Если это все еще интересно, у игры неплохой баланс команд и крутейший сеттинг. Если бы все еще было так просто. Вначале я говорил о парне, что ищет себе команду для сбора ачивочек в мультиплеере. Так вот, вы еще даже не представляете, насколько закрыта эта тусовка. Чтобы попасть в игру, надо, во-первых, купить ее, но это мелочи, узнать о комьюнити патче где-то в интернете или прочитать описание под видео, закинуть его в папку с игрой и починить тем самым сетевые функции. Затем зайти в онлайн и долго-долго прыгать по режимам в надежде, что тебя все же подкинет какому-нибудь дружелюбному бедолаге. Затем он жалится и примет тебя в друзья, а если повезет, то даже сразу добавит в какую-нибудь конфу таких же соискателей, коих у игры не так уж и много. И недавно с одного из них меня кикнули. И вот мы наконец-то в том самом заветном клубе, о котором нельзя распространяться на публике, где на момент написания ролика в самого Бэтмента играют 4 человека. На секундочку уточню, что игра не стартует, пока не собираются все 8 человек, то есть Бэтмен и Робин и 6 преступников, 2 из которых могут стать преступными боссами. Кстати, стать боссом можно просто захватив больше точек, чем соперники. Если уж совсем просто, то онлайн мышиных истоков после такого геморроя вы вряд ли захотите посетить когда-нибудь вновь. Если только ради каноничного для серии геймплея и за той самой атмосферы аркхемской серии, царящей здесь на любой из карт. Моим фаворитом, кстати, остается Фабрика Джокера. Уж больно она мне полюбилась в детстве в лего-играх. Кто знает, может быть когда-то фанаты выпустят и обновленный патч, где починит матчмейкинг. Да вот, надо ли это на самом деле? Боюсь, что ответ скорее всего нет. А пока вы думаете, стоит ли так запариваться ради вечера с друзьями, и если вы все еще крутите в голове отчаянное «да», я снова протяну вам руку помощи. На одном из следующих стримов, если этот ролик вам понравится и я увижу в комментариях много готовых и желающих людей, мы обязательно поиграем все вместе прямо на трансляции. Так что следи за обновлениями. Что мы имеем в итоге? Мультиплеер Бэтмена — это в самом деле редкая находка, которой не найдется аналогов среди других супергеройских игр. Когда атмосфера одиночной игры не теряется в мультиплеере, а наоборот, рядом с верными товарищами раскрывается с новой стороны. И хоть мы с Ильей еще долго будем вспоминать, как наивно сидели в лобби часами и ждали хоть каких-то игроков, у нас все равно будут мелькать в памяти и те забавные ситуации, которые мы бы не встретили больше ни в одной другой игре. Я просто других врагов не вижу. Тебя пытаются. Я тебя видел, короче. Возможно. Спасибо, что вы все еще со мной. Пламенный привет моим бустерам, вы мне и правда нехило помогаете. И плюс, ребята с Бусти видели ролик раньше и без рекламы. Спасибо за внимание. Играл ли ты в мультиплеер Бэтмена раньше? Или все-таки попробуешь сыграть вместе с нами? Жду твоего рассказа в комментариях. И самое главное, не подписывайся, если точно не знаешь, чем я тут занимаюсь. Встретимся уже через одну пятницу. До скорых. Я в быстрой катке жду. Быстрая, пиздец. Я пересматриваю вставку загадочником для моего нового видоса. По Бэтмену? Вот, короче, мотивация видос по Бэтмену делать появилась. Сука, блядь, ты сохранил, что ли? Нет, блядь, я просто смотрел, сидел. Around the world. Какая ты ебабушка, что сделал? Какая Google стадия? Начальная стадия. Исходная.